Здравствуйте, дорогие мои тельцы! Это ваш астрологический прогноз на август 2023 года. Ретроградный Уран, ретроградный Меркурий и еще Венера. Вот это, конечно, нонсенс. Давайте скорее разбираться, что же будет вас поджидать. Ну а прежде, пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Тем самым больше тельцов могут узнать про возможности в будущем. В начале месяца, 1 августа, полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа. Доме карьеры, призвания и профессии. Возможно, вы будете принимать решение, что пора завязывать, пора заканчивать с одним проектом и переходить в другой. Либо вообще увольняться, потому что 10-й дом – это и смена нашего статуса. Может быть, вы были безработным, а сейчас найдете работу. Или наоборот, попрощаетесь с нынешней работой и уйдете в свободное плавание. Также это может быть статус и женатого человека, может быть, будет развод. Или наоборот, вы выйдете замуж или женитесь. 10-й дом приносит также и какие-то официальные подтвержденные документы. Может, вам потребуется сертификат какой-то получить или диплом, чтобы подтвердить свою квалификацию и устроиться на новую работу. Или наоборот, будет встреча с начальством, и вы будете общаться на тему вашего повышения в карьере. 10-й дом – это все, что нас контролирует, и причем это может быть государство, власть или даже наши собственные родители. Здесь важно проявить смекалку и научиться дипломатии. Если у вас вдруг будет встреча с какими-то чиновниками, то помните о своей цели, потому что 10-й дом – это и цели нашей жизни. Может быть, что-то приоткроется новое, может быть, появится новая цель в вашей жизни. Вы будете открывать новую дверь возможностей. Или вы закончите с тем, что вам уже просто вот надоело, и вы хотите новое что-то, вдохнуть в свою жизнь какие-то новые эмоции, впечатления получить. И это у вас получится, полнолуние вам поможет. В это время вы будете идти структурированно, четко, прям вот как по плану, стратегически действуя для достижения своих целей и своей мечты. Также хочу напомнить, что ретроградная Венера в вашем 4-м доме гороскопа до 4 сентября. В это время лучше не делать никакие инъекции красоты, пластические операции, продавать недвижимость, покупать недвижимость, либо покупать и продавать транспорт. Ни в коем случае нельзя, потому что в ретроградную Венеру возрастает вероятность, что вас обманут, вы не получите денег, или в конце концов вы купите квартиру, но придется делать там ремонт, там тараканы, все протекает, крыша слетает. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны и лучше все это перенести. Ну, там до 5 сентября это минимум. 16 августа новолуние в вашем 4-м доме гороскопа. А 4-й дом гороскопа отвечает за нашу родину, за наш дом, там, где мы родились, где было наше детство. И новолуние захочет нас потащить вот именно куда-то туда в прошлое. Мы захотим уединиться, чтобы нас никто не трогал. Возможно, даже для того, чтобы вы наполнили себя каким-то ресурсом, какой-то энергией, вам придется вернуться домой. Может быть, это будет отпуск, может быть, это будет какая-то внештатная поездка домой к родителям, к близким, так как вам потребуется их внимание и их поддержка. Новолуние действует, как и полнолуние, за 2 дня до и 2 дня после. То есть это с 14 по 18 число. Вас могут пригласить на свадьбу, вас могут пригласить на день рождения, либо у вас будут какие-то праздники, какие-то встречи с людьми, которые проходят каждый год. Ну и также в этот период возрастают какие-то переживания по поводу будущего. Вы не знаете, а правильно вы делаете свои шаги или нет, а стоит ли рисковать или нет. Вы немного устанете даже элементарно от своих мыслей, и вам нужно будет немного успокоиться и просто выспаться. 24 августа Солнце входит в ваш 5-й дом, дом любви и секса. Вот здесь у вас будет полный багаж энергии, чтобы с кем-то встречаться, если вы одинокий телец. Романтика, свидания, острые приключения, какие-то переписки вас будут поджидать. Не сидите дома, встречайтесь больше с людьми, получайте впечатления и удовольствие от жизни. Также 5-й дом – это и творчество. Возможно, вы откроете для себя новое хобби. Вы поймете, что на вашем творчестве можно зарабатывать. Или наоборот, вы вспомните о том, что вы делали когда-то там, в волосатых годах. Не знаю, рисовали картины или создавали какие-то музыкальные произведения. И вы захотите это вернуть в свою жизнь.
5-й дом — это еще и дети, а Солнце будет вдохновлять нас на какие-то свершения. Поэтому, возможно, вы примете решение, что все, хочу стать мамой, или хочу стать папой, или усыновить, удочерить ребенка. А если у вас уже есть дети, то здесь они будут к вам обращаться, если они уже взрослые. Либо потребуется ваше дополнительное внимание к ним и участие в их жизни. Также 5-й дом — это и соревнования. Если вы спортсмен, комсомол, идите вперед, потому что Солнце вам поможет добиться успеха. Ну и вообще, Солнце — это популярность, нас словно освещают софиты, к нам больше людей тянется, с нами хотят общаться, разговаривать, приглашать нас на всякие мероприятия, так что будьте готовы, что вы будете на расхват. В этот же день, 24 августа, Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем 5-м доме гороскопа. Что вам сразу хочется сказать про ретроградный Меркурий? Потому что все, наверное, уже слышали, что это такое негативное, что такое импульсивное состояние, мы там не можем связать два слова, ничего подобного. Вообще, во-первых, в ретроградный Меркурий не стоит подписывать никакие ценные бумаги. Если вы покупаете недвижимость, хотя лучше этого не делать, как я уже говорил, потому что еще и Венера ретроградная. Не подписывайте бумаги, никакие сделки в этот момент не проводите. Есть вероятность, что вас обманут, и вы останетесь ни с чем. Также в это время возможны задержки по оплате, возможны какие-то перетурбации в расписаниях касательно транспорта. Если вы, допустим, летите куда-то, то самолет могут задержать или перенести его вообще в другой день, на другой день. Также в это время не стоит принимать никакие серьезные решения. Если вдруг вы, не знаю, хотите переехать в другую страну, и вот сейчас, хопа, вот прям все, собираю чемоданы и лечу, не знаю, там в Европу, в Америку, куда угодно. Не стоит сейчас это делать, потому что ретроградный Меркурий будет разочаровывать в будущем. Вам захочется все вернуть, как было, но, к сожалению, это уже будет невозможно. Поэтому дождаться нужно, пока ретроградный Меркурий войдет в свое директное состояние, а это будет после 15 сентября. Ну и также ретроградный Меркурий приносит в нашу жизнь приветы из прошлого. Возможно, о вас вспомнят ваши бывшие сотрудники, либо ваши партнеры, бывший муж, бывшая жена, захотят с вами встретиться, а может даже и денег в долг попросить. Будьте аккуратны, потому что Венера ретроградная до 4 сентября, не нужно всем раздавать, кто у вас не попросит все свои деньги. Пойдете в лужу и будет вообще финансовая яма. Подумайте, прежде чем кого-то выручать, можете ли вы себе это позволить или нет. 28 августа Марс входит в ваш 6-й дом гороскопа. Дом работы и ваших обязанностей. Но здесь Марс дает нам такой пинок, такую резкую, дерзкую энергию, такую агрессивную, импульсивную. Мы можем делать все вот прям вот так вот, прям вот хоп и все. Мы отключаем голову, мы как-то решаем все вот прям вот здесь и сейчас. И важно в этот момент остановиться и не принимать никаких серьезных решений. Вас могут достать на работе коллеги, вы можете психовать, вы можете вообще подумать о том, что все, я прямо сейчас буду писать заявление на увольнение. Пожалуйста, не стоит делать резких выпадов. Лучше переспать с этой мыслью, а вот на следующий день с чистой головой, в прямом и переносном смысле, прийти на работу и уже решить все вопросы. 6-й дом также означает и домашние животные. Возможно, вы захотите купить новых рыбок в аквариум, либо завести кошку, собаку, попугая, или кто-то из ваших друзей или родственников попросит посидеть со своим домашним котом. Не исключено, что будут походы к ветеринару, запаститесь деньгами. Ну и также 6-й дом — это наше здоровье и лечение. Возможно, придется действовать вот прямо сейчас и здесь. Может, вы будете получать профессиональную консультацию врача, или ляжете на обследование, или, возможно, будете сдавать какие-то анализы и покупать нужные вам препараты. Марс может вывести вас из равновесия, так выдернуть прям буквально с корнями, и вам это все может надоесть. И не хочу я ничего лечить, и мне это все надоело, да сколько можно. Пожалуйста, не нервничайте, Марс пройдет дальше, а вот ваша нервная система не восстановится. Будьте бдительны и внимательны к своему здоровью, это очень важно. Ну и наконец-то мы добрались до 3-й ретроградной планеты. Уран 29 августа разворачивается в вашем 1-м доме гороскопа. В это время вы можете почувствовать, как будто Земля уходит из-под ног, что-то будет меняться, и причем так кардинально. Ретроградный Уран
приносят в нашу жизнь обстоятельства. И причем резкие, как будто, вот знаете, вы едете и вот сразу резко останавливаетесь. Или что-то происходит, что меняет ваше мировоззрение, вашу точку зрения на какую-то определенную сферу жизни. Или, к примеру, вы думали, что вот стена белая, что-то происходит, и вот вы четко понимаете, что она черная. Ретроградный Уран может играться с вашей стабильностью. А вы знаете, вы тельцы, вы любите стабильность, вы любите финансы, вы любите, чтобы все было четко по плану, как вам хочется. Ретроградный Уран может впускать в вашу жизнь туманность. Вы будете словно растеряны, а правильно я поступаю или нет? А нужно ли сейчас открывать свой бизнес? Или стоит ли сейчас уходить с работы? А могу ли я сейчас поехать в отпуск, а потом не пожалеть, потому что я потрачу 1 000 000 рублей и вернусь ни с чем? Вот здесь ретроградный Уран будет делать вашу жизнь, как будто все происходит не с вами, как будто это все вообще вот нереалистично, нереально. Не стоит паниковать, стоит взять себя в руки, сконцентрироваться над целью, над задачами, и причем расставить приоритеты так, чтобы возможно было решить какие-то проблемы сейчас, не откладывая на потом. Ну и также ретроградный Уран может приносить изменения в работе, в обязанностях. Может что-то случиться такое, что вам абсолютно не понравится. Вы будете негативно относиться к переменам. Может кто-то придет в коллектив, человек, который вас будет бесить. Или какие-то задержки по поводу оплаты вас будет это раздражать. Либо новые обязанности, нововведения на работе. Вы будете вот прям вот психовать, можно так сказать. Возможно, вы не сможете быстро адаптироваться к новым ситуациям. Важно, главное, сохранить спокойствие и тихо, спокойно выполнять свои рабочие обязанности. Не бегите впереди поезда. Ну и в конце месяца, дорогие мои тельцы, 31 августа, второе полнолуние за этот месяц в вашем 11-м доме гороскопа. 11-й дом – это дом друзей, коллектива, людей, с которыми вы вместе идете по жизни, которые помогают вам реализовывать себя. Возможно, это люди, без которых вы не можете реализовать свою цель или открыть свой бизнес. Вам потребуется помощь, поэтому не бойтесь в конце месяца просить ее у близких людей. 11-й дом – это также и политика, волонтерство, общественная деятельность. Может, вас кто-то позовет на какой-то благотворительный бал, или на какую-то тусовку, или вы будете проявлять интерес к политике, к каким-то организациям, которые помогают другим людям. Ну и также это дом прогресса. Вам захочется открывать новую дверь в будущее. Вы не хотите больше находиться в одном и том же состоянии. Вам нужен какой-то прогресс, какая-то перемена. И полнолуние даст вам эту энергию. Просто нужно воспользоваться ей и решиться. Ну и также 11-й дом – это дом свободы, независимости. Может быть, вы придете к решению, что пора расставаться с партнером, разрывать отношения. Хотите жить один или хотите жить одна, в квартире. Делать все, что хотите. Хотите пряники ешьте, хотите ездите на американских горках каждую субботу, встречайтесь с друзьями. Вы захотите словно вдохнуть в себя новую жизнь. В любом случае, вам пойдет на пользу просто проветриться, выйти на улицу, немного переключиться от проблем, отключиться от каких-то задач и в конце месяца посвятить время просто на самого себя. Выспаться. Сходить в спа, на массаж, почувствуйте себя живым человеком. И тогда сентябрь начнется вообще просто пушка. Дорогие мои тельцы, это был астрологический прогноз для вас на август 2023 года. Надеюсь, никакие ретроградные планеты не помешают вашим планам. Идите вперед, добивайтесь успеха и верьте в себя. Все получится. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Впереди нас ждет очень много интересного. Всем до свидания.